Так давайте уже поставим точку в этом эксперименте и попробуем пробить БМПшную броню прямо сейчас. Крупнокалиберный переполох. Заготавливаю тут летнюю консервацию. И знаете, что это? Это такая специальная открывашечка для консервации. Консервация у нас сегодня вот такая вот. Открываем цинк, и внутри что, по-вашему? МДЗ. МДЗ, а вот это БЗТ. Бронебойный зажигательный снаряд. А для чего, по-вашему? Да вот для чего. ПТРД. Вы так часто просили это противотанковое ружье Дегтярева, что сегодня я взял самое ржавое 45-го года. Специально для вас. Погодка портится, это значит, сейчас будет гроза, дождь и все такое. Самое нужное, что для этой грозной пушки. В общем, это ПТРД 45-го года. Последний раз она, возможно, стреляла в 45-м, может, вообще никогда не стреляла, потому что она такая ржавая, что я боюсь, она может и разорваться в конце концов. Но мы ее достали из аналов истории, и я не знаю, что будет дальше. Патрончики мы сегодня достаем двух видов. Это МДЗ, мгновенного действия зажигательный, вот в такой вот красивой обертки, можно сказать, и Б-32, бронебойно-зажигательный. Для сравнения, у автомата Калашников 2000 джолей, а вот у этой штуки 35 тысяч джолей. Начальная скорость пули 1020 метров в секунду, то есть километр в секунду. Длина ствола 1,35 м. Вот эти сошки, которые переварены много раз, наводят меня на мысль, что, возможно, отдача ее такая, что сошки нахрен ломаются, потому что они сломаны и не раз. Что будет с моим плечом, с моей ключицей? Ведь нередки были случаи, когда ключице наступал полный пи***ц. Собственно, отсутствие вот этой щечки говорит о том, что щекой придется мне, так сказать, сегодня попрощаться. И даже, честно говоря, захотелось какую-то веревочку приделать, чтобы дернуть. Какое действие у этих пуль? Б-32 и МДЗ. Мгновенного действия зажигательным будем стрелять в левую часть этого камня, а в правую Б-32. И посмотрим, какие будут разрушения, какая будет разница между ними. По характеристикам ТТХ ПТРД пробивает патроном 14,5 20 мм бронированной стали. Вот этой самой, потому что это бронированная сталь от БМП-2, боевой машины пехоты. Но я взял еще обычную сталь, тоже по 20 мм. Три вот таких вот огромных куска. Пробьются ли они с помощью ПТРД, это мы сейчас тоже проверим. Много воды утекло с тех времен, когда ее последний раз по применению держали в руках бойца. Поэтому все тут, в общем, хлипкое, шаткое, но вроде бы коррозия не сильно большая. Я надеюсь, его при выстреле не разорвет. Хотя, судя по сошкам, которые варили много раз, проблем у нее было немало на пути. Вот эта вот штуковина выглядит вообще удручающе, а отсутствие вот этой щечной части, можно было бы сюда еще лезвие поставить, чтобы было вообще для полного счастья. Да, с сошками тоже проблема, они выворачиваются в обратную сторону. И мне это не очень нравится. В левую часть камня я планирую выстрелить МДЗ, а в правую Б-32. Мгновенное действие зажигательное, это, конечно, звучит круто, но 76 лет прошло с той холодной зимы, когда последний раз эта пушка стреляла. Но, возможно, пушка заряженная не стреляет, потому что прямо сейчас эта болтовочка окажется в руках очень опытного, как вы понимаете, специалиста, то бишь меня. А я ведь, так сказать, шутить не люблю. Болтается она, конечно, сильно. Меня всегда засыпают. ПТРД пробивает 2 сантиметра от брони, сказано, но песчаник не пробивает. Я думал, его насквозь раздробит или еще что-то такое, но проблема в том, что это МДЗшка, это все-таки не бронебойка, а мгновенного действия зажигательная пуля. То есть она, в принципе, вот здесь и работает, то есть как бы сразу же поджигает объект. Но я вам честно скажу, меня как-то вообще
воодушевляет этот результат. Не то винтовочка подустала, ружье, не то нужно зарядить Б-32. Бронебойно-зажигательный сейчас я буду стрелять, и получится ли разрубить камень или хотя бы хорошенько так лупануть, чтобы было нехилое отверстие. Да. Are you ready? Вот сейчас отдача была. Чё? А чё, в осколки тоже с тебя полетели, да? А вот это уже немножко другой результат. Б-32 я выстрелил и отколол часть этого камня. Что ж, с камнем мы, пожалуй, закончим на сегодня. Это значит, что за камнями вам стоит прятаться за ПТРД и не париться. В меню для нашего ПТРД сегодня несколько блюд. В общем-то, их сегодня 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но первое блюдо мы подадим, пожалуй, вдвойне, потому что, возможно, оно его съест очень быстро. Второй уровень, 3-й класс, это ВВшные плиты из бронежилета. Это финская дверь бронированная. Мы их положим вместе и попробуем пробить. 6Б-23, 3-й уровень, 4-й класс защиты. Гранит 4, 4-й уровень, 5-й класс. Просто охрененный кусок стали. Ну, честно говоря, просто 2 сантиметра. У меня таких кусков много. И кусок брони от БМП-2. Боевой машины пехоты. 2-й уровень, 3-й класс. ВВшные 2 пластины и финская дверь. Пробивается ПТРД или нет? МДЗ наносит первый разрушительный свой удар. Кстати, пластина такая, знаете, как будто бы двойная. Как будто вдвойне просто сложно. Я попадаю в первую пластину, и вот здесь у меня стоял еще один камень. Я их специально разъединил, чтобы на слоумо было видно, как проходит одну пластину, типа, возможно, вторую. Но я же забыл, у нас тут многовековая порода стояла вот здесь вот. Поэтому попадает в камень, попадает во вторую пластину, здесь и остается. В общем, дальше удар принимает 3-я пластина, только косвенный. Какой-то осколочек оболочки, и все. Пожалуй, придется притащить еще одну пластину 2-го класса и поставить их вместе вот так, без камней. Что ж, пожалуй, для чистоты эксперимента придется поставить их вместе. 3-го класса защиты. А вот этот мы поставим вот так вот и попробуем сюда угодить. Весьма точное оружие, кстати. Попадаю туда, куда и целюсь. И это ведь я еще не стрелял Б-32, я ведь только стреляю МДЗшками. И еще разочек заряжу МДЗшечку. Мгновенного действия зажигательного. Я попадаю в серединку, в среднюю часть первой пластины. Она раскалывается и отлетает, оставляя свои осколки вокруг на метров 5. Вот сюда угождает во 2-ю пластину пуля, оставляет внушительную вмятину. А финская пластина остается нетронутой. Неужели ПТРД 14,5 не пробивает 2 пластины 3-го класса? Что ж, я нашел еще одну пластину 3-го класса, решил поставить на замену предыдущей. И заряжу бронебойку Б-32. Ау! Да, с меня аж наушники слетели. Небольшие камни превращаются в труху, впрочем, как и 2 пластины 3-го класса. 1-я, 2-я, тут сомнений нет. А вот здесь вот финскую пластину, в общем, не прорубило. О чем это говорит? Возможно, о том, что финская пластинка очень крепкая. И не так проста, как нам ее описали, когда мы ее покупали. Что ж, ее оставим напоследок давайте. А сейчас зарядим еще кое-что. Первый неоднозначный результат домовенка Кузи у нас уже есть. А в общем, что происходит с бронепластинами металлокерамическими, вот такими вот, сейчас проверим. Б-32 буду стрелять, потому что МДЗшкой, судя по всему, стрелять смысла нет.
Ауч. Меня чуть не снесло, блин. Надо же, а? Угождает в первую пластину, пробивает ее, вторую, пробивает и попадает в третью и рикошетом уходит. Но сзади пробития нет, как будто бы человек, который бы, находясь в трех пластинках, мог бы просто идти дальше. Как там? Запрегадное воздействие называется то, что ломает другие внутренние части манекена. Если вы понимаете, о чем я. Я думаю, что не выжил бы. Ну, в общем, результат налицо. По ТТХ ПТРД пробивает 20 миллиметров бронестали. Такая у нас сегодня есть, это на десерт. А сейчас мы попробуем поставить две обычные пластины. Две пластины обычной стали, тоже по 20 миллиметров. Но поставим сразу же две. Так, ну вот смотрите, первая пластина даже и не шелохнулась, в общем-то, а вторая, как вы видите, отрикошетила и ушла направо. Знаете, в чем может быть проблема? Возможно, тот угол, под которым я стрелял, не так хорош для ТТХ ПТРД. Что если я лягу ниже и по прямой выстрелю еще раз? Нет! Это осечка! Вот блин. Ладно. А если еще разочек? Первая сталь, она чуть меньше, чем вот эта предыдущая, поэтому результат вот такой. И вот она пуля, мы ее здесь видим. Но значит ли это, что это обычная сталь? Вот в этом я не уверен. Так давайте уже поставим точку в этом эксперименте и попробуем пробить БМПшную броню прямо сейчас. Боевая машина пехоты была хорошая. И сталь у нее была лучше, чем предыдущая. Вот она и есть здесь. Я ее поставил вплотную к камню, чтобы не было никаких амортизаторов, никаких там возможных рикошетов и все такое. То есть попал четко, все, гуляй смело. Как-то туго стал заходить он, кстати. Тут патрон в патроннике, ежели что. Вот в этой броне 20 миллиметров достаточно хорошая такая рытвина, но ведь это не пробитие. А знаете, там наверху только и разговоров, что про пробитие. Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что с моря дует. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь начата. Ладно, у меня ведь есть еще один с капсулем осеченный. Так может я еще разочек жахну. Вдруг патрончик не тот. Ведь на самом деле написано, что патрончик-то этот не 14,5, а 14,88 на 144. Так кто из вас в комментариях напишет, почему этот патрон числится как 14,5, а не 14,88? Гениально! Мол, не выстреливаешь разок первый, еще разочек заряжай. Отлично устроено советское оружие. Напрашивается однозначный вывод, что ПТРД не пробивает броню БМП-2. Да, оно и понятно, ведь все-таки между ними разница 40 с лишним лет. И печально лишь одно, что те, кто защищали нашу родину когда-то, уже мертвы, а ПТРД все еще в строю. Значит, смотрите, парни, у меня есть мечта выстрелить с ПТРД стоя. Но из-за длины своих ручек я никак не могу удержаться за эту ручку и одновременно стрелять. Как вы понимаете, это будет сложно. Поэтому лайфхак. Только что придумал, правда. Горячая зараза. Я делаю вот такой вот ремень
Вот так вот. Почему? Потому что горячая эта штуковина весьма. 3, 2, 1. Неплохо. Хороший агрегат.